Друзья, добро пожаловать в Афганистан. Сегодня у нас нестандартное видео, как обычно, про путешествия. Сегодня видео про последнего шурави. Именно так называли советских солдат в Афганистане. Ну а теперь немножко историй. За время войны с 79 по 89 год в плен к душманам попало около 417 человек. Это официальная статистика. Их судьба сложилась по-разному. Около 130 человек были освобождены еще до вывода войск. 100 человек попали в плен и были убиты, погибли мученической смертью. И более 60 человек осталось жить в Афганистане. Приняли ислам, сменили имя, обзавелись семьями. В общем, стали полноценными жителями Афганистана. Более 100 человек погибли в плену, причем мученической смертью. Более 60 человек стали невозвращенцами, приняли ислам, обзавелись семьями и поменяли имя. Часть из них до настоящего времени живет в Афганистане и на территории Пакистана. Некоторые из них были завербованы противниками и воевали против своих. Чтобы попасть в гости к нашему герою, приходится пройти блокпосты, как будто мы где-то на военной казарме. На самом деле это бывшая военная база. Здесь жили американцы. И общежития тоже об этом говорят. Эти дома явно отличаются от других афганских домов. Взяли у гостинцев чуток. Сделано все качественно. Явно не афганцы строили. Ну все, мы в гостях. Вот тот самый человек, ради которого я приехал. Здравствуйте еще раз, Геннадий. Здравствуйте. Извиняюсь. Еще раз. Так, проходите. Полное имя Геннадий Цевма, да, фамилия? Ну, да. Анатольевич. Можете кратко рассказать о себе вообще? В каком году остались? Как сюда попали? Я в 1965 года рождения и призвался в 83 году в армию. Год прослужил, и здесь остался я. В Кундузе остался. Вы добровольно остались или попали в плен? И как сказать, и попал в плен, и добровольно остался потом. Но у вас не было желания уехать отсюда? Было, но не получилось. Не получилось. Было желание. Сколько вы находились в плену? И вообще, как это выглядел плен? Просто много разных вариантов, и вот не могу понять. 1 год под надзором я был. Год под надзором сидел. Ну, вы могли спокойно передвигаться, или же все-таки это было какое-то закрытое помещение? Не мог я передвигаться. Передвигались. Ну да. И потом вас отпустили? Ну да. Так- Потом, через 5 лет, мне дали жену. У меня сейчас жена, дети, сыновья есть, дочки есть. 2 сына, 2 дочки. Сейчас. Я извиняюсь, а вот смотрите, вот прошел год, вас отпустили, а дальше чем вы занимались? Я работал шофером на КамАЗе, на машине. Водителем я работал. Сейчас не могу ходить даже. Сейчас. Инвалид я сейчас. Инвалид полностью. Не могу ходить. Так, а сейчас ваше имя афганское? Ник Махмад. Ник Махмад. Ну да. Вы его сами выбрали? Нет. Вам его дали? Дали, да. А еще вот по поводу смены религии. Это была вынужденная мера? Поменять религию, принять ислам?
Ну, так получилось. Или желание свое? Желание, да. Так Вы получилось. сами хотели поменять? Да. А родом вы откуда? Я с Украины родом, Украина? с Донецкой области. Донецкая область? Ну, с Донецкой области. Есть там кто-то сейчас из родственников? Я не знаю сейчас, кто там остался живым. Не кто общаетесь умер. ни с кем? Нет, нет. Совсем не пошел, не общаюсь. Один раз ездил я на Украину, все. А какой год это был? Я не помню уже. Давно было. Да? Прошло столько лет, вот, я читал где-то, что вы забыли русский язык и уже плохо общаетесь. Но Нет, не забыл. Почему? я просто Родной смотрю, язык вы хорошо забыл. общаетесь. Хорошо общаюсь, да. Только не могу сразу же объяснить, потому что сейчас не могу. Старый уже стал я. Ну, писать по-русски не разучились. Нет, Спокойно да, пишете. да, А телевизор смотрите какие-нибудь каналы да. русскоговорящие? РЕН-ТВ, да. А здесь показывают. РТР, РЕН-ТВ есть. Каналы есть по телевизору. Уже достроил саму. Пешки был, а вальда уже достроил. Потому что сейчас зарплата моя не дают сейчас зарплату. Я не могу сидеть без денег. Даже на хлеб нету у меня сейчас. Нечего кушать дома. Нечего кушать. А государство как-то помогает? Сейчас не помогает мне. Никто. А давно вы перестали работать, вот, сидячие? Уже сколько лет? 5 лет. я 5 лет уже не работаю, работаете? да. Когда я в Кунузе жил, еще работал я на КамАЗе. А вы из Кундуза сюда приехали по работе или просто поменяли место жительства? В связи с чем оттуда сюда переехали, в Кабул? Акани меня позвал. Акани. Акани? Министр, как зовут, не знаю. Ну, это кто-то из талибов. Ну да, главный. А сколько у вас детей? 2 сына, 2 дочки. 4. 4, да. 4. По-русски никто не разговаривает. Нет, никто. Даже не шарит по-русски. А жена разговаривает по-русски? Нет. Тоже не знает. А хотели бы вообще вернуться на родину? Что там? Я сейчас старый, не могу ходить. Здесь что там делать? Что делать там? На родину вернуться. Что там делать? Здесь лучше, чем там. Для меня. Почему? Потому что здесь дом я имею, электричество есть, и бесплатно, без пайса, без угля, без досок, здесь все. Зимой здесь тепло, а летом прохладно здесь. Еще такой вопрос. А в Кундузе еще есть русские? Есть, Александр есть, еще один, в Кундузе есть. Он тоже как военнопленный остался Да, здесь. да. И не захотел уезжать. Нет. У него нет там никто не осталось. В России? Ни отца, ни матери. Никто не остался. У меня тоже умерли все. То есть у вас вообще там никого нет Вообще сейчас нет, на нет. родине? Вообще нет. Никого нет. До моего приезда последний раз когда по-русски разговаривали? Когда я был в Украине, ездил домой, я там разговаривал по-русски. И все. Последний раз. А с кем-нибудь из русских здесь не общаетесь? У меня только в Кунузе есть. Там Ахмат есть еще. А его имя до Ахмада как было? Саша. Саша? Да. Он тоже из С Украины. С Украины? То есть получается, здесь очень много пленных из Украины Я осталось. только одного знаю. Вот только одного. Ну, я одну статью читал про 7 точно знаю, что из Украины ребята бы остались. А где они сейчас?
Не Они знаешь? по всему Афганистану разбросаны. А, И очень скудная информация, поэтому Еще 3 было, жили в Люхумри. В Люхумри 3 еще было. Одного жена убила, 2 еще живы. остались. жена афганка Ну, убила? убила. За что? Я не знаю, как у них это случилось. Николай был с этого, с Украины, кажется, он был. Если вы смотрите новости, наверное, знаете, да, что происходит между Россией и Украиной. Знаю я. Поэтому нету там, в Кундузе есть спутник, антенна. И Украина берет, и Россию берет. По телевизору я все там показывают мне. Сейчас эти новости уже не видите, получается. Не, сейчас нет ничего. Меня знаете, что больше всего интересует? Вот вы когда остались здесь, вышли из плена, а как языковой барьер, как он решался? Как быстро вы выучили местный язык? Потому что, ну, это же тяжело все-таки без... Я по-русски выучил язык. Потому что я 10 лет учился в школе. 10 лет я учился в школе. По-русски понимаю. И здесь по-афгански, и по-русски. Нет, я имею в виду, вы как афганский выучили язык? Вот вы попали в плен через год. Через сколько вы уже начали общаться свободно, когда сюда вот попали, в Афганистан? Через 6 лет. Через 6 лет уже 6. спокойно владели. Да. 6 лет. Вы учились где-то в каком-то заведении или вот и разговорник с людьми? Разговор. И сам соображал. Ну, нужно было Думаю, учить, да. иначе было не выжить. Когда вы попали в плен, вы как-то держали связь с отцом, с мамой Ну да, я письма писал отсюда? матери, да. Мама С вас не Афганистана. звала туда, домой? Звала, ну невозможно ехать. Просто не было Отец- возможности. Отец приезжал в Душанбе с пароход. Через речку переезжал сюда, на границу, в Афганистан. И там мы с ним виделись, короче, там. А вы не могли через эту границу с отцом вместе уйти обратно? Нет, со мной 100 человек было. Муджахедов. 100 человек. А они бы вас не отпустили? Нет. Ну, а вот сколько вы живете здесь, вы какую-то клятву давали, что вы обязаны здесь остаться? Я так остался. Ну что поделать? Потом война началась там. Я хотел поехать, но не получилось. Вы только с отцом виделись, получается? Да, матери совсем не видела. Она уже умерла. Что, доли на доли? Здесь какие-нибудь русские блюда готовите? Да, здесь все по-афгански сейчас. Только афганские, Ну да? да. По-русски совсем не могут они готовить. Они не могут или и не хотят, и не будут Не есть? могут готовить. Беатышу, чай, беа. Дядя мама делалась ма. Дядя мама мегашим, кашелалась ма. Канади. Вахатер Филизар. Машавхай замезом барыш. Да, WhatsApp. Айма хонес, ай доктор мас. WhatsApp. Точек. Александр вам сейчас звонил? Ну да. Александр звонил. Кундуз. А вы между собой уже разговариваете на местном Ну языке? Он русский совсем Забыл. забыл, да. Только по-афгански разговаривает. No speak Russia, only local. Бане Кундуз, да. Бане Чавка, Чавка Кундуз. Вы отлично разговариваете по-русски, отлично. Я Отлично. думаю, что если месяц-два плотного общения изо дня в день, у вас все четко. Я же раньше работал тарджимон переводчиком. По-русски, по-афгански. Я работал с русскими тоже, с Москвы были они.
Я извиняюсь, конечно, прошлое ворошить. А можете поподробнее рассказать, вот когда вас отпустили, вы начали работать, вам как просто привели, сказали, вот женись и все? Или у вас какое-то право выбора было? Предложи мне. Как? Предложи, короче. Предложили. Предложили. Да, да. А если бы вы отказали, Ну что? были проблемы? Ну да. Проблемы были. То есть вам привели девушку и сказали, вот вам нужно жениться и все на ней? Да, да. А я не отказался. Ай пасат термашим, то максат доктор мара биги. Доктор мара бигирем, то. Капи хуб, нику пурсичмея. Можно такой нескромный вопрос? Вот вы когда, долгое отсутствие русских, и тут или кто-то появляется, какое чувство на душе? Я совсем русский забыл. Не, вы Совсем. нормально говорите. Я говорю, какое чувство, вот вы, когда, допустим, меня увидели русскоговорящего? Когда таджики уезжали отсюда, я просто сидел сам с Халабад Банибар. Я дома сидел, дорогу смотрел, я плакал, совсем. Это 88-й год, по-моему. Ну да, да. Когда таджики отсюда выезжали с Афганистана. И собаки, и все с собой вывозили, короче, на машинах. Вы хотели уйти с ними? Хотел, но не получилось. Вы были прям под четким контролем? Ну да. А, вчера как-то. Сейчас вот с кем вы общались? Александр Левенец? Ну да, Он ваш одногодка? да. У него тоже жена, семья, дети? Да, да, дочки. Не знаю, сколько сейчас у него дочек. 5 или 6. После того, как вы приняли ислам, начали работать, отношение к вам изменилось со стороны муджахедов? Да, да, да. В лучшую сторону? Лучше стало, да. Лучше стало. Я свободно мог работать на машине, на КамАЗе. Они вам давали оружие после этого? Нет, Нет? нет, я не брал. Зачем надо было оружие? За все это время вообще вами интересовалось посольство, консульство? Ну да, Какая-то помощь была? приезжали ко мне. Они хотели вас вывести, предлагали? Ну да, Вы сами отказывались? отказывался, да. А материально помогали? Мне Да. нет, не помогали. Просто предлагали вывести. Ну да. А это какие годы, не помните? Не знаю, я забыл. А вот сейчас, на данный момент, кто-то общается с вами из посольства? Нет, Нет? никого нет. Никого нет. Сейчас, получается, вы не работаете, жена тоже дома, да? Вообще никто не работает. А кто Никого содержит? Трудно совсем. Совсем трудно. 10 тысяч авани мне выдавали, а сейчас нету. Сейчас не Это выдают. Талибы выдавали? Ну да, Это как пенсия или пенсию. А не давал. Выдавал. сейчас перестали? Перестали, да. Я не знаю, как больше жить мне. Без денег. Как надо себя кормить, я не знаю. Если была бы возможность поменять жизнь, поменяли бы ли ее? Или оставили как есть? А что менять жизнь? Там сейчас война идет. Нет, вот Зачем? если бы была возможность вернуться, А если было войны не было, там можно было поехать на Украину. А сейчас не ехать. Зачем туда ехать в Украину? Зачем? Я хотел раньше в России поехать там, пожить в России. а где именно? В Москве. В Москве. Там друзья есть у меня в Москве. До сих пор? До сих пор, которые ко мне приезжали. Леонид с Москвы был. И Боря тоже из Москвы был. С Москвы. Ну вы сейчас общаться продолжаете? Или все уже? Все уже. Все закончилось.
Ну, я уже понял при входе, что это строили американцы. Вот так. Получается, сейчас вы коммунальные услуги оплачивает государство за вас. Да, То да. есть на иждивении Да. государства. И за воду, и за свет, и за все. А здесь кто в этих домах живет? Вот я не могу Афганцы. понять. Афганцы? Да. Обычные или это талибы какие-то на силовики? Просто не всем же подряд дают вот такие дома. Это очень хорошего качества. Талибы живут. Талибы живут. Да, талибы живут здесь, в домах. А то, что вы работали раньше на вот этого высокопоставленного чиновника, да? Они- Поэтому вам дали. Да, они не знаю, кем я работал, как работал я. Не знаю они. Обо мне. Не задают вопрос? Не, никто ничего не говорит. Летом прохладно здесь. Хорошо, я не могу так жить. Если я в Кундузе был, я умер бы там. От холода, от жары. А как давно вы вообще сюда переехали, в Кабул? Я раньше в больнице был. В больнице. Я лежал в больнице. И меня вылечили и отправили. Я хотел хотя бы, да, когда я сказал, ну, хотя бы хайму барма, палатку мне выдайте. Он мне дом дал. Я раньше хотя бы хайму у него просил я. Хайму палатку. Это по-русски сказал. А мне дом дал. Мне дом дал. Александр, который проживает в Кундузе, он хорошо живет? Или тоже скромно? Нет, тоже бедный он. Тоже. Еще плюс дети у него. Ну, хорошо. Жена у него работает. Учительницей работает. Учителем. Зарплату имеет, получает. Но он тоже мусульманин. Ну да. А у меня ничего нет здесь. Ничего. Жена безграмотная. Вы для них свой сейчас? Ну да. Для афганцев вы уже свой? Да. Нету никаких знаков различия? Это, наверное, один из самых... Борода, видишь, как совет. Белая борода. Борода белая. Мусапич можно. По-русски. По-афгански сказал Мусапич. А у вас есть друзья афганцы? Прям друзья? Есть, да. Есть. В Кундузе тоже есть, и здесь, в Кабуле есть. Борща бы сейчас поели Ну, конечно. с пампушками. Ни капусты здесь, ни буряка, ничего нету. Вы помните слово бурак даже, да? Да. Его редко кто употребляет. Обычно говорят свекла, а бурак Ну, да. не все знают даже. Да. Светло. Красная. Бывает у вас? иногда крик души какой-нибудь? А? Крик души бывает у вас? Ну, тоже ночью. Ночью во сне. Во сне вижу я. Всех. Я вижу, просыпаюсь, ничего, никого нет. Ночью. А вы мыслите на каком языке сейчас? Вот? Ну, смотрите, вот, например, я о чем-то думаю, да, и невольно составляю это слово, там, могу из букв, например. Естественно, я русский, мыслю по-русски. Вы сейчас на каком языке мыслите? По-русски. По-русски? Родной язык. Не забывай я, короче. Родной язык. Не могу забыть. Родной язык матери своей. А как маму звали? Люся. Люся? Люся. А папа? Анатолий. Анатолий. Люся работал раньше на тепловозе. Машинистом работал на тепловозе. Я тоже могу паровоз водить. На паровозе меня научил. Когда я маленький был, он меня научил тоже на паровозе водить. Паровоз водить и вагонов. Я тоже могу.
Сколько детям лет? Сейчас меня старшему 18, А как зовут старшего? Самило. Самирло? Самило. Все афганские имена. Ну да. Я по-русски говорю Саша. Саша. Ну. Вы его Сашей называете? А старший, Или старший сестра 30 лет ему. Сами Фазель называют. Фазело. Фазель. самому старшему сын 30 лет? Ну да. Да. Он с вами живет или где-то отдельно? Кундузи. От Кундузи. Кундузи. Буквально вчера читал статью, что вас сотрудники посольства хотели уже вывести, уже купили билеты, сделали визы, Да, и да. уже на последнем моменте жена отказалась, сказала, Ну, не поеду. да, да. И вы развернулись, ушли. Да. Да, было правда. Так Это было. правда? Да. Правда. Мне дом выдавали. Государство. На Украине? Ну да, выдавали дом. Ну, не получилось поехать. Это из-за жены вы не поехали? Ну, Жена да, не захотела? Да. Она не захотела, я остался здесь. Не жалеете сейчас, что не поехал? Что поделать? Оли пишет, мы зависели. Ладно, спасибо вам большое. Не буду вас Не мучить за что. вопросами. Вам выздоровления и хорошей жизни. Я уезжаю теперь, не знаю, когда вы будете говорить по-русски. С другом, может быть. Может быть, да. Может быть. Не знаю, я почему-то чувствую в глазах боль. Или мне кажется? Мне тоже больно. Тоже больно. Я вот про ваши глаза говорю. Все, мы уходим. Фотографии. Сделал, я вам отдам вашу фотографию. Давай. Не скучайте. Держись. Да, держись. Спасибо. Конец. Даже местные афганцы заплакали. Не смог я. Такие вот истории бывают. У меня аж кровь пошла. Изначально вообще все должно было быть по-другому. То есть у меня было большое количество вопросов, и после того, как я зашел туда, я прям потерялся и не смог, в общем, сдавать их. То есть он на камеру вроде крепится, но только камеру выключаешь. Не то, что он крепится на камеру, он на камеру грустный. Камеру отключаешь, он начинает веселиться, улыбаться, то есть со мной разговаривать. Стоит мне включить камеру, опять у человека грустное лицо. Много противоречивой информации в интернете, очень много всевозможных статей. Не сходятся данные. Я не стал ворошить это грязное белье. Ни к чему уже. Это уже все прошло, все закончено. Я 2 раза пытался уйти. И вот первый раз, когда я ему сказал, ладно, все, до свидания, я поворачиваюсь, я слышу, прям истерика сильно начала человека, прям плач. Я никогда не видел, вот как так плачут мужики. Это Афганистан. Я очень много информации прочитал про
эту историю, очень много. И вся она противоречивая, вся, абсолютно вся. Поэтому пазл никак не складывается. Много непонятного. Опять же, это все догадки. Но, как говорит моя мама, не суди, да не судим будешь. Друзья, если есть желающие помочь Геннадию, реквизиты оставлю в закрепленном комментарии. Все денежные средства передадим через местных гидов, через моих знакомых, с обязательным видеоотчетом. Жизнь Геннадия – это типичный пример, как тяжело быть своим среди чужих.